Привет, друзья! Турнир выдающихся талантов Камнеграда– ивент, который заставил многих попотеть. Однако для того, чтобы собрать награды или хотя бы звездный нефрит, казалось, нет необходимости прилагать нечеловеческие усилия. Хотя потратить, возможно, придется, если у вас не особо хорошо собраны персонажи. Несколько изначальных советов. Берите пробных персонажей. Испытания созданы специально под них. Если у вас на аккаунте эти персонажи сильнее вкачаны, облегчите себе задачу и возьмите своих. Берите бафы под свой стиль игры. Далее я расскажу, благодаря каким бафам сама прошла ивент, однако если они не соответствуют вашему стилю игры, экспериментируйте. Небольшой факт. Если персонаж умрет во время прохождения испытания, к следующему раунду он воскреснет. Наша задача пройти за 5 или 6 циклов боя 3 раунда. Перед каждым новым мы можем посмотреть, за какое количество циклов справились. Противники для каждого испытания фиксированы с соответствующими уязвимостью. Форма упорства – испытания для физ-персонажей. Пробные, Лука и Аргентия. Берем их в команду. Хил нам здесь не понадобится, но если у вас есть вкачанная Наташа, она может стать неплохим подспорьем. Собираем команду из физических персонажей. Броня поможет вам чаще ходить во время цикла, Тинь-Юнь ускорит залив энергии. Первый баф всегда выдается по умолчанию. Вторым берем бросок черной дыры. Третьим – бросок дорожного катка. Стратегия этого испытания заключается в том, чтобы Аргентия как можно чаще пробивал физическую уязвимость, дабы восстанавливал энергию ульты полностью и проводил атаку сверхспособностью как можно чаще. Остальными персонажами помогаем быстрее снимать белую полоску. Форма твердости. Пробные персонажи Пэлла и Цзиньлю. Я точно так же брала броню и несобранную Янзиня. Вы можете взять еще одного саппорта, дебафера или даже хила. Бафы, локтевой рычаг и удушение гортани. Урон по замороженным противникам в этом испытании повышен, поэтому наша задача пробивать ледяную уязвимость и просто как можно чаще ходить. Цзиньлю, когда входит в стойку, прекращает тратить очки действия и проводит атаку по нескольким целям, что тоже облегчает прохождение испытания. Форма жара. Пробные Аста и Гуйна и Фэнь. Собираем еще пиро-персонажей в отряд. Можете также оставить слот под бафера, однако у нас уже есть Аста. Бафы, прямой удар и тычок. Пробная Гуй здесь как машина для аннигилирования. Прожимайте ей навык, активно ультуйте. С другими пиро-персонажами вы довольно быстро расправитесь с противниками, просто сконцентрируйтесь на массовом снятии огненной уязвимости. Форма потока. Пробные Сампа и Кавка. Вы можете собрать классическую дот-команду, добавить к пробным персонажам хила, также Луку, Гуй или Сервал. Хил в этом испытании вам наверняка понадобится. Если у вас уже есть Блейд, можете взять даже его. В данном случае подходят персонажи, способные накладывать любой периодический урон. Бафы, удар ногой во вращении и прямой удар ногой. Третий баф призывает на поле свинку-копилку, на которой сразу будет большое количество статусов периодического урона. Вторым бафом мы брали перекладывание статусов периодического урона с поверженных врагов на живых. Соответственно, в последнем раунде нам нужно будет сконцентрировать весь урон на свинке-копилке, а когда она будет побеждена, на элитных противниках. Форма воздуха. Пробный Серебряный Волк и Зели. Добираем к ним еще одного квантового персонажа и можем взять бафера. Броня вновь выходит на первый план. Бафы, кровь по жилам и черные волны смелости. Задача как можно быстрее снимать квантовую уязвимость и проводить серию атак по связанным противникам. Форма сердца. Пробные Вольт и Пожиратель Луны. Можем добрать к ним еще одного мнимого персонажа. Если у вас есть вкачанная Хания, добавляйте в отряд для восстановления очков действий. В противном случае добираем бафера, можно взять хила. Бафы – не давать ненависти запятнать волю и не показывать гнева в действиях. Накладываем статус связывания на противников, проводим ультимейты. Вольтом и Пожирателем используем навыки для атаки по нескольким целям одновременно. Форма грома. Пробный Орлан и Генерал. Добираем хила, в идеале взять еще одного электроперсонажа. Кавку, Сервал, Тинь-Юнь. Бафы – обратная сторона ладони и ушной хлопок ладонями. Со второго раунда, благодаря бафу, на поле будет призываться противник Маска Безмыслий. Концентрируем урон на ней. Восстанавливаем ультимейты всем персонажам. Дальше начинается тотальное уничтожение сверхспособностями.
Возникли ли у вас сложности с прохождением ивента? Удалось ли вам найти какие-нибудь интересные фишки, которые облегчают его закрытие? Надеюсь, у вас удалось забрать весь звездный нефрит. Приятной игры!